Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! И сегодня гениальный рецепт по вашим подсказкам. Постные зразы. Никогда бы не подумала, что это может быть вкусно, а это бесподобно. Просто. Сейчас покажу, как готовила. Начнем с фарша. Мне понадобится 300 граммов вареной гречки. Хорошо вареной, разваренной. Здесь у меня уже есть и лук обжаренный, и морковь. В отдельную миску натираю на мелкой терке 2 картофелины. И сюда же половинку луковицы на крупной терке. Потому что на мелкую, друзья мои, это не удастся. И сюда гречки со всеми соками, чтобы получилось все вкусно и сочно. Перемешиваю. Крахмал нам послужит и как загуститель. Яиц-то у нас здесь нету. Ой, хорошо. Сюда добавляю 3 столовые ложки манки. Соль по вкусу, черный молотый перец. Специи могут быть любыми. Снова все хорошо перемешиваю. Сейчас соль из картофеля и лука потянет сок. Манка его впитает и будет отличный фарш. Останется только просто минут 10-15 подождать. И то мы ждать не будем, а займемся вкусной начинкой. Сковородку на огонь. Пусть греется. Грибы, шампиньоны 300 граммов. Мелко нарезаю. И выкладываю в сухую сковороду. Пусть уже начинают здесь готовиться. А я продолжу. Ой, хорошо. Пусть пускают сок, а я пока луковицу нарежу. И ничего не жду, сразу к грибам. Пусть начинает уже тушиться вместе с жидкостью. Так он будет быстрее, мягче, да и вкуснее, друзья мои. Когда жидкость полностью выпарилась, грибы даже уже начали подрумяниваться, в этот момент добавляю растительное масло. И, конечно же, друзья мои, немного моей любимой специи – грибная. Грибы на кофемолке. Соль пока добавлять не буду. И обжариваю все вместе несколько минут. Ой, сразу так запахло лесом. Буквально через 2-3 минутки грибы подрумянились. Очень вкусные. И все же, друзья мои, мне надо спасти свои лесные грибы, которые я готовила вчера. Я их сюда. Жалко выбрасывать. Немного еще присолю. Черный молотый перец. Перемешиваю и даю хорошо закипеть. Выключаю нагрев. И начинку, друзья мои, нужно остудить. Так что на балкон. Все готово, можно приступать. Сковородку на огонь. Растительное масло. Пусть хорошо нагреется. Фарш наш импровизированный. Манка хорошо настоялась, впитала в себя жидкость. Фарш получился вот таким вот густым, клейким. Если у вас жижа, картофель может быть разный, друзья, по влажности, тогда или картофель немножко отжать, или добавить больше манки. А я пока помню, добавлю свою любимую специю – куркуму. Муж уже на меня что ты ее везде суешь? Сую, потому что это полезно, красиво и вкусно. Бурчишь. Руки немного смачиваю в воде, так, чтобы чуть-чуть были влажные, а не мокрые. Часть фарша. Ну, размер, друзья мои, ориентируйте по своему вкусу. Начинка в серединку. И склеиваем. Котлетки можно запанировать в муке, в сухариках, в той же манке, в кукурузной муке. Можно, в общем, друзья, полный полет фантазий. Но я сегодня хочу вот так. Просто вот такие вот котлетки-зразики. И на сковородку. А я быстренько продолжаю. Руки. Тесто. Начинка. Слепили. Сильно толстые делать не буду, чтобы хорошо приготовились. Все, обжариваем до румяности
и красивости. Начинаю переворачивать с первой котлеты, которую самую первую положила. Ой, вы только посмотрите, какая красота. Ой, прекрасно держат форму. А как же они вкусно пахнут. Это просто нечто. Все. И на обратной стороне минут 5, чтобы все хорошо прожарилось. Все, можно доставать. Посмотрите, какие румяные красавцы. И продолжаем. Оп. И сейчас, друзья мои, покажу, какая это вкуснотища. Ой! Хрустящая корочка. Посмотрите, какая сочная серединка, какая красивая. Хрустящая корочка, сочная начинка. Этот поджаренный картофель, гречка абсолютно не чувствуется. Посмотрите, какая сочность. Посмотрите. Это очень вкусно. Я от души вас благодарю за то, что делитесь своими рецептами, подсказками. Многому меня научили. Это просто потрясающе. Готовьте. Я уверена, понравится. Девочки, это просто фантастика. Зразы по вашим комментариям. Привет, друзья. С вами Ух ты Кухня.